Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия, и сегодня мы с вами в прекрасном городе Сочи. Так получилось, что в Сочи в основном я попадаю на какие-то корпоративные мероприятия. Но в этот раз у нас будет один день свободный. Я попробую за этот день, благодаря моим друзьям, которые меня повозят, побывать и на Красной Поляне, посмотреть, какие есть пляжи, попробовать что-нибудь вкусного и попасть в санаторий Орджоникидзе, в заброшку номер 1 сочинскую. Один из лучших региональных аэропортов сочинский, он же международный. Есть международные рейсы сейчас в настоящее время. И его особенность в том, что из-за гор посадка самолета выполняется только с одной стороны, с морской. Но это и плюс, потому что море, лазурка. В общем, как-то это завораживает и радует. Короче, это круто. Вот что я хочу сказать. Времени мало, я еду на корпоративное мероприятие, но так как я работаю в компании мечты, у нас будет один свободный день. И в этот день попробую охватить максимум. Ну что, друзья мои, Сочи – это вот такая лепота. Шикарный отель, там есть бассейны, есть шикарный пляж. Ну, как сказать шикарный? Оборудованный, комфортный. Все аккуратно, все чисто, безопасно. Такое вот разнообразие фруктов. Шикарный вид на море. Куча всяких выпечек, сладостей. Прям глаза разбегаются. Тут вообще, ребята, не похудеешь, а с таким видом. А мед, представляете, мед в сотах. Пожалуйста, наливают брютик на завтрак. Такое вот многообразие свежевыжатых и не только соков. Такая красота рядом с отелем Пулман. Пожалуйста, скульптура с дельфином и с каким-то атлетом. И вот такой по лесенке мы спускаемся на пляж. Пловцы в полосатых купальниках. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну что, привет. Черноморские, сочинские просторы. Еще офигенные здесь растут сосны. Вот такой вот отельный пляж. Все оборудовано. Температура воздуха, воды примерно одинаковая. Вот наш отель с видом на море. Едем к главному входу санатория Орджоникидзе. Главной заброшки Сочи. Попасть сюда практически нереально. Смотрите, какие тут субтропики. Сейчас, конечно, попробуем найти лаз. Но это очень так dangerous. Смертельный номер, как попасть в санаторий Орджоникидзе. Вот и рассказывайте, что мне 50 лет почти. Ой. Фух. Ну что, друзья, вот я на территории санатория Орджоникидзе. Посмотрите, какие тут здания. Такого у меня еще хулиганства в жизни не было. В то время, когда мы с моими коллегами бороздим территорию самого практически дорогого отеля в Сочи, я занимаюсь такими безобразиями. Это прям джунгли. Идешь как будто бы по каким-то иголкам. Интересный опыт. Представляете, вы живете где-нибудь на севере России, приезжаете в Сочи и попадаете в реально джунгли, потому что Сочи входит в ЮНЕСКО. Это самые северные субтропики в мире. Это очень круто. Когда у тебя нет возможности, потому что стало дорого очень куда-то улететь, это прям очень круто. Деревья огромные. Главное, чтобы меня не приняли. Вот здесь трубопровод. Ну-ка, попробую я, рискну-ка пройти все-таки не по главным аллеям.
Я ввязалась в серьезную авантюру, я вам могу сказать. Я нашла старые заброшенные ступеньки. Такое впечатление, что я пробираюсь в какую-то Мачу-Пикчу. Здесь какая-то дорога. Блин, и сколько лет это, интересно, в таком заброшенном состоянии, такое офигенное место. Блин, чуть не упала. Вот, похоже, я прихожу к какому-то зданию. Для бешеной собаки 7 верст не крюк. Блин, я подхожу, и там что-то какая-то крыша, как бы она не провалилась. Блин, наступила на шишки, чуть не упала, хорошо было. Ой, скользко. Какая-то хренота натянута. Как бы это ни было заминировано. Вот мне нужно пройти туда вниз. И вон я вижу, судя по всему, главное здание. Очень это, как мне обратно возвращаться, друзья мои, я не знаю. Вот я вышла к какому-то все-таки логическому чему-то. А тут достаточно высоко. Попробую все-таки пробраться. Главное обратно выбраться. Ну, в общем, сейчас я спуститься-то спущусь, как обратно подниматься вот на это все, я не знаю буду. Надеюсь, мне сил хватит подтянуться. Вот к чему мы пришли. С такой штуки я спустилась. Надо запомнить место. Хоть метки ставь, как в «Сталкере». Вот. Тут что-то закрыто. Ну вот, подходим, смотрите, заброшка номер 1. Здесь находился госпиталь. Какие красивые штуки. Ой, блин, как все монументально. Вы проникли на охраняемый объект. Ваше нахождение здесь незаконно. Покидаем территорию. Видели? Статья 10-15, 5000 рублей штраф. Работает группа на территории. Вот так вот, слышали? Короче, это... Приняли меня. Ну, ради вот этого, где старик Хаттабыч был. Проникли на охраняемый объект. Ваше нахождение здесь незаконно. Покидаем территорию. Статья 10-15, 5000 рублей штраф. Работает группа на территории. Мы погибли. Мы попали во дворец могущественного владыки. Сейчас появится стража и на вас рубит головы. Угодно мне! Ну все. Приехали, блин. Ща меня арестуют. Ну, что делать? Тяжелая и неказистая жизнь российского туриста. Не дали всю красоту вам показать. Че, я ухожу? Проникли на охраняемый объект. Ваше нахождение здесь незаконно. Покидаем территорию. Желают собаки. Что-то прям вообще как-то тяжко. Представляете? Вот, блин, дело-то. Главное, что я дорогу запомнила обратно. Сейчас, правда, через забор надо лезть. Но где наша не пропадала. Так что у нас на канале не только путешествие вкусно, а еще задорно, весело и экстремально. Сейчас бы сил найти, обратно вернуться тем же путем. Помочь, может быть? Ой, да я там так налазилась. Без штанов не остаться. Лишь бы без Без кроссовок. жизни не остаться.
прощения. Вот так вот. Значит, вы приехали в Краснодарский край несколько лет назад, правильно я понимаю? 5 лет, да. То есть поменяли всю свою жизнь практически. Да, получается так. Конечно, здесь климат. Конечно, Ну, здесь это, извините, единственные Это самые северные самое- субтропики в мире. Да, да, это субтропический климат. Здесь нет такой жары, как в Краснодаре, потому что, ну, понятно почему. Море. Потому что море. Я думала, что город здесь живет какой-то вот такой курортной жизнью только лишь. И когда я спросила местных, что, наверное, с осени до начала лета здесь все замирает, жизнь, мне ответили, нет, ничего подобного, город живет своей жизнью, и это действительно так. И отдыхающих много, и гуляющих много. И забот много, и проблем много наверняка. Да. Ну, а сейчас еще очень многие, конечно, здесь покупают квартиры. А вот, наверное, магнолии, да? Вот и магнолии нет. Это Это какие-то- олеандры. Олеандры, да? Да, а магнолии уже отцвели. Это было очень красиво. Это необычно, Вот, огромные кстати, цветы. вот дорога, и сразу же И сразу же море. пляжи. Вон, частями мне даже Майами чем-то напоминает Сочи. Да? Ну, кому что? Ocean Drive. А когда кто-то едет в сторону, ну, на Красную Поляну, Роза Хутор, те говорят, ну, прямо Швейцария. Ой, тогда обязательно едем. Посмотрите, какие развязки сделали. Развязки сделали. И как все застроено. В принципе, в Сочи нет места практически свободного. Все застроено. Даже мне рассказывали, что кусок земли стоит сотка, вернее, $1 миллион. Ну, действительно, земля очень дорогая. И действительно, мораторий ввели, насколько я знаю, на дома выше 3 этажей. То есть Кроме выше тех 3 вот- не строят. Не должны бы строить, но строят каким-то образом, ухитряются, потом всевозможными какими-то окружными путями пытаются их зарегистрировать, сделать их официальными и так далее, но это у людей получается не очень хорошо и даже сносят. Конечно, растительность очень пышная, очень такая своеобразная, она очень сильно отличается, потому что когда из Краснодара выезжаешь уже в эту сторону, сколько-то проедешь и все, и уже все другое, совсем другое. Но весь центр – это санатории, это лечебницы, это какие-то клиники. 200 метров. Поверните налево. А вот все, что подальше, там уже жилые. Конечно, Сочи невероятный город, уже повторюсь не один раз. Город, который практически, не практически, а единственный на таких широтах субтропический город. Вообще вот эта часть Краснодарского края. На территории Сочи и окрестностей получаются все климатические зоны, кроме одной. Пишите в комментариях, какой климатической зоны нет здесь. Здесь даже есть арктическая климатическая зона. Если ты живешь в какой-то части, где все очень так достаточно однообразно, приезжайте в Сочи, и вы все испытаете. Ну и плюс, конечно, большое наследие, как бы там ни было, Олимпиады, которая позволяет, во-первых, окунуться в ту атмосферу, увидеть все эти объекты. Здесь прекрасно все с гастрономией, я вам хочу сказать. Особенно на Поляне приобрела некий опыт, и он достаточно позитивный. Такой вот парк здесь перед морским вокзалом. Посмотрите, с ума сойти, какие пальмы, как будто бы ананасы. Вон, смотрите, какие растения. И хвойные. Вы представляете, какие приятные вот эти вот. Я не знаю, что это за такое. Ой, как руки сейчас пахнут. А вот бамбуки, заросли бамбуков. То есть почувствуй себя, я не знаю где. В Юго-Восточной Азии. Что же это за деревья? Такими ровными рядами. Вот он вокзал, который напоминает Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Очень много от итальянцев вот, в так называемом сталинском ампире. Вот такая архитектурная композиция, явно с туристами, которые пришли на вокзал. Ну и вы тоже едете за границу первый раз. Нет, я никуда не еду. Мы продолжаем папу!
Кстати, здесь снимали вот этот сюжет. И ходим вот в такую вот марину, где такие крутые яхты, штилевое море, парусники. Здесь можно арендовать яхту, катамаран. И вот, пожалуйста, великолепный сочинский морской вокзал. Вот еще, кстати, классный пляж «Маяк» тоже рядом, из искусственной травы. Животинки сделаны. Смотрите, песчаная вот такая часть. Здесь искусственная трава, но главное чистенько. Да, вот то, что песочек есть, можно босиком походить, это здорово. Граффити с Жакивом. Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он имеет право от нее отказываться. А сейчас будет очень интересное название реки. Вот это она была либо Хирота, либо Хирота. Потом ее почему-то взяли и переименовали в Бубуе, Бубуо. Она стала Харота. Он, видимо, жители возмутились по этому поводу и ее обратно переименовали. Такая вот история. Мы же все любим. Что с Хиротой-то связано? Вот, пожалуйста. Такие тоннельчики-то не хуже норвежских будут. Едем на Роза-Хутор. Сочи давно, в принципе, не как Сочи, а как территория исторически в записях и в каких-то находках присутствует. И даже несколько храмов на тех территориях есть. Все это относилось к Византийской империи. Так как это Кавказ, это относилось к Абхазии. Но вот из новейшей истории основанием считается 21 апреля, по-старому, а 3 мая по-новому 1838 года был он организован как форт Александрия. Вообще на территории нынешнего Сочи во время Кавказской войны были разные укрепления, форты. Где-то в начале 20 века, в конце 19 века уже стал Сочи развиваться именно как здравница, как место для курорта, отдыха. Назывался он Кавказская ривьера. В советские годы основная такая вот прям застройка, она пошла в начале 30-х годов. Самый знаменитый — это, конечно, санаторий Орджоникидзе, как мне кажется. Очень крутой такой комплекс. И на территории Абхазии, это Гагра, все помнят «Зимний вечер в Гаграх» или там «Веселые ребята», например. Шикарные здания, монументальные. Вообще, конечно, архитектура в Сочи, она классная. Тут уже и к бабке не ходи. И на фоне субтропического климата вот этих вот растений, буйства зелени, пальм различных. Конечно, все выглядит экзотично, и еще раз, если нет возможности куда-то поехать за границу, то это прям очень круто побывать в Сочи. И я настоятельно рекомендую. И наша самая любимая – это собака в кадре. Вот такая прекрасная Девочка Кора. девочка Кора везет меня на Роза-Хутор с такой прекрасной Татьяной, ее хозяйкой. Благодарю. Друзья, вот она Роза-Хутор. Пойдем сейчас попробуем что-нибудь найти вкусненькое. Вот она, ратуша прекрасная. Ну что, друзья, Роза-Хутор. Рядом с Сочи. А какой же Сочи без знаменитой черноморской барабули? И вот в данном случае взяли исполнение в виде брускетты. В каком-то заведении Амстердам собраны блюда из разных мировых кухонь. Почему-то я подумала, что не надо готовиться, нужно попробовать экспромтом, вот просто в первом попавшемся заведении, что же они дают. Пробуем. Все разлетелось. Вот отдельно барабульку пробую. Смотрите, как она зажарена. Великолепно. Ваше здоровье. Осы летают. В общем, будете в этих краях, заходите, везде все пробуйте. Очень много всяких заведений. Все выглядит бесподобно. Я бы даже сказала, исключительно. Вот. И сейчас будет у нас филе миньон. Мне кажется, я была изначально не слишком убедительна, но это очень вкусная брускетта с барабулькой. Это прям гастрономическое путешествие. Амстердам называется место. Рекомендую, кто приедет. Такая брускетточка многокомпонентная.
И одно дополняет другое. Тебе тут и картошечка, и соус, и вяленые помидоры, и вяленые оливки. Очень вкусно. Это какое-то амстердамское издевательство. Такой филе миньон. Слишком много. Посмотрим, какая прожарка. Ну, судя по всему, как надо. Потрясающее мясо, оно прям тает во рту. Вот видите, какая прожарочка. Нежнейшая, розовая. Это восхитительно. Всего лишь 1600 рублей. Все-таки не зря я сегодня испытывала стресс в пансионате имени Серго Орджоникидзе. Это заслуженный стейк. Такой вот закат на Розе Хутор. Просто суперовский. Очень вкусно было в ресторане. В самом неведомом ресторане. Я, конечно, подготовилась, посмотрела каких-то видосов, там еще чего-то, но пошла в самый неведомый. Ой, как не хочется отсюда уезжать. Господи, один день, и так это для затравочки очень, очень мало. Но информативно. Надеюсь, и вам понравилось. Тебе вот каток. Рыбный ресторан «Сахалин». Слушайте, ну по рыбным продуктам, ну здесь прям нигде нет каких-то подстав. То есть все наисвежайшее. Даже то, что не локальное. Короче, держит уровень. Это очень приятно. Вот это, конечно, река. Очень умиротворяющая. Смотрите, какая красота. Имеретинская набережная. Смотрите, какие закаты здесь. Здесь современный пляж, современные постройки все. Здесь нет вот этих разделителей, как волнорезов, как в центральном Сочи на тех пляжах. Да, он общественный, здесь очень каменистый, конечно, пляж и дно, да. Здесь очень сложно заходить и выходить, конечно, из воды. Вот спасатели Малибу. Вообще, конечно, устроено очень красиво, сделано красиво, да. Такая, знаете, размеренная, беззаботная, курортная атмосфера. Приезжаем к такому красивому, светящему, похожему на Адмиралтейство в городе на Неве, вокзалу морскому. Там рядом Марина. Марина не в смысле девушка, а в смысле для яхт. Такой вот у нас отельчик музейного типа. Солнышко светит, но надо на самолет. Короче, Сочи, прекрасный Сочи. Будем продолжать здесь бывать, чего и вам рекомендуем. Подписывайтесь на канал «Путешествие вкусно». Мы тут не только все вкусно пытаемся делать, но еще весело и задорно. Главное, что это приносит удовольствие. По крайней мере, мне. Жаков же написал, если вы можете вести необычную жизнь, у вас нет возможности в этом отказываться.